Сегодня поговорим о том, как открыть пиццерию. Еще большая часть просто договариваются и не приходят. О, это классика! Просто один день зарабатываешь больше, другой меньше. Тут... Я знаю очень много заведений, где собственники не кушают, потому что они понимают, что они продают. У нас был директор и бухгалтер в одном лице. Никогда этого не делайте. Привет, друзья! Сегодня поговорим об очень вкусном бизнесе, о том, как открыть пиццерию. И расскажет нам об этом владелец Вероны пиццы на Подоле Ивана Менкунец. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что ж, расскажите о пиццерии, как вы к этому пришли? Это холодный расчет, либо это душа зовет? Почему пиццерия? На самом деле, нашей пиццерии уже 10-й год, и я была у истоков этой торговой марки. Мы начинали, когда еще все только готовилось, все начиналось. Искали логотипы, искали поставщиков, делали рецепты, составляли меню. То есть я прошла, по сути, открытие заведения с нуля. Проработав некоторое время, поняла, что мне интересно попробовать еще кое-что. И вот так как-то сложилась судьба, что по истечению 4 лет я опять сюда вернулась, но уже в качестве собственника бизнеса. То есть вы ее купили, да? Да, мы купили. А вот впервые у нас в выпуске человек, который купил бизнес. Когда вы покупали, как вы оценивали риски, как это вообще выглядело? То есть у вас был просчет какой-то, или вы знали, что там все хорошо, душой чувствовали, как это было? Ну, изначально, так как я уже здесь работала, я знала, что здесь готовится, какого качества продукт предлагается. Я была уверена в продукте, но, скажем так, со своей стороны, конечно, мы видели кое-какие нюансы, которые бы хотелось исправить, так как собственниками этого бизнеса были наши друзья, это был их непрофильный бизнес. Они решили сконцентрироваться на том, что как бы им больше нравится, больше приносит доходы. Мы решили, что окей, давайте попробуем. Мы собственники с мужем, сразу оговорюсь. Опыт у нас был открытие, не открытие, а именно работы в заведениях подобного типа. Ну вот мы решили попробовать. А как вы просчитывали вообще, стоило ли открывать сначала или покупать? Что выгоднее было бы? Или вы точно знали, что купить выгоднее? Ну, скажем так, у нас была очень хорошая сделка. Нам было выгоднее купить, чем открывать с нуля. Тем более, что это уже была готовая машина, с которой нужно было бы просто провести некоторые такие небольшие какие-то изменения. И, в принципе, все готово. Давайте поговорим ближе к бизнесу. По поводу меню. Как составить, что там должно быть? Нужно много позиций, мало? Особые рецепты, либо варианты, которые есть везде? Как вы его выбирали? Ну, начнем с того, что меню у нас было уже готово на тот момент, когда мы начали заниматься этим рестораном. Соответственно, нам нужно было просто подправить, почистить, просмотреть продажи, как что продается, насколько оно ликвидное, то есть какая маржа у каждого блюда. То, что нам не нравилось, то, что имело плохие продажи, мы его просто выбросили из меню. Вообще у нас логика такова, что меню не должно быть большим. То есть мы хотим предложить нашим гостям максимально вкусные блюда, не заставлять их полчаса читать меню. Быстро решили, выбрали, покушали, получили удовольствие. А как много у вас видов пиццы? Ну, приблизительно. Это 10-20? У нас 9 видов пицц. Вот сейчас в новое меню добавилась еще одна новенькая пицца. В любом случае, даже если человеку хочется что-то с изюминкой, что-то свое, у нас есть пицца-конструктор, пожалуйста, творите. То есть мы даем возможность к творчеству. А по поводу вот популярности пицц, есть же какие-то пиццы самые ходовые, есть менее ходовые? Да, конечно. Какие самые ходовые? Ну, скажем так, самая ходовая – это наша фирменная пицца Верона.
Там просто 3 вида мяса, там грибы, там болгарский перчик, естественно, наше тесто вкуснейшее, соус, который мы сами готовим. То есть она самая популярная, но также людям очень нравится наша пицца кальцоне. Кальцоне — это закрытая пицца для тех, кто не знает еще. И эта пицца очень сочная, то есть она не испаряется при приготовлении, и для меня это одна из самых любимых пицц. А по себестоимости они одинаковые или что-то дороже, что-то меньше? Нет, они не одинаковые. Каждая пицца со своим фудкостом, ввиду того, что для каждой пиццы используются разные ингредиенты. Мы стараемся подогнать стоимость под один уровень, скажем так, насколько это возможно. А у вас одинаково, на каждой пицце одинаковый заработок в процентах или разный? Нет, разные. Есть пиццы, на которых мы зарабатываем совсем чуть-чуть. Есть пиццы, на которых мы хорошо зарабатываем. Ну, скажем так, если пишет книжка, что маржинальность должна быть 30%, есть пиццы, на которых ты заработаешь 10%, есть, на которых заработаешь 33%, ну, скажем так. Но плюс-минус мы так стараемся, ориентируемся на этот. А почему вы их тогда делаете, если там маленькая маржинальность? Я бы вы самые прибыльные оставил. Потому что они вкусные, и потому что их часто заказывают, то есть здесь уже на обороте работаешь. Не можешь заработать из каждой позиции в меню. Есть то, что нравится людям, но тебе не приносит особого заработка. Почему так сильно отличается маржинальность? Это все продукты? Да. Чисто продукты. То есть затраты на зарплаты, на аренду в нашем случае, на коммунальные платежи, они стабильны, они одни и те же на протяжении лет, скажем так, но продукты в основном тянут. По поводу продуктов, вы в основном, если не брать отдельные виды, там, дорблю и такие вещи, то в основном это все из Украины. В большинстве своем, процентов на 70 у нас продукты украинские. Я думаю, для многих, кто хочет открыть пиццерию свою, им интересно, где закупаются продукты. На рынке, мы были недавно в баре, Да. Оказывается, он сказал, что в супермаркете алкоголь часто дешевле, чем они закупают. Где вы берете продукты? Мы работаем с поставщиками. По истечению 5 лет уже, как мы работаем с этим рестораном, у нас были разные моменты. Мы работали и с супермаркетами, с Метро, с Ашанами. Мы ездили на рынок покупать свежие овощи, фрукты, какие-то салаты. Но на сегодняшний день все-таки остановились на поставщиках. Все-таки там ты больше контролируешь качество. Если вдруг что-то не понравилось, возврат, ждем следующую партию или нам довозят. Плюс они уже изучают нас, они понимают, что нам нужно. Соответственно, везут хороший, качественный продукт. Так проще. Плюс логистика экономится. То есть вам полностью все привозят, вы только принимаете здесь на входе, правильно? На процентов 95, да. То есть это за исключением тех позиций, которые сбой в производстве у поставщика, не закупили, и они уже говорят, нету айсберга, например. Нету, ждем завтра. Что делать? Едешь, покупаешь. По поводу рецептов. Вы их сами выдумываете, где-то берете, повар этим занимается. Как происходит процесс творческий? Есть пицца такая, как это работает? Это очень интересно. Почему интересно? Потому как, так сложилось, что мы сами любим покушать, хорошо покушать. Соответственно, я хорошо достаточно готовлю, так же, как и мой муж. Но, конечно, наш шеф, он большой молодец, ему нужно дать должное, он тоже очень старается, он выдумывает, он придумывает, просит всех попробовать. То есть, если у нас выходит какое-то новое блюдо, его сначала пробуют здесь все, начиная от повара, от меня, от мужа, заканчивая, не знаю кем, курьерами, хозяюшками нашими, гости. Мы стараемся просто прорабатывать новые блюда в такой тихий период, когда нет большой загрузки. Но если здесь есть посетители, есть гости, то, конечно, пробуйте, говорите комментарии, то есть нам интересно. Вы упомянули очень много хозяюшку, повара. Где вы их всех взяли? Как много у вас сотрудников? Мы ищем их. К сожалению, мы должны постоянно держать руку на пульсе, постоянно искать, следить за среднерыночной зарплатой по каждой позиции. Ищем. И слава богу, находим.
По поводу поиска работы, это вы просто даете вакансии на Work.ua или у вас какой-то особый подход? Одно время мы работали и с Work.ua, и с Работа.ua, но последний год, может быть даже полтора, мы остановили свой выбор на Work.ua. Как-то все-таки более активная публика там. Я, конечно, не говорю о том, что очень много кандидатов просто не отвечают на телефонные звонки. Давайте еще раскроем маленький секрет для тех, кто смотрит и еще не занимался бизнесом. Еще большая часть просто договариваться не приходят. О, это классика. Из 10 собеседований на день может прийти 2, а может прийти 1. Как оценить повара, который готовит пиццу? Вот. Вкус, первое. Все остальное не важно. Вот все остальное дальше решается по ходу. То есть первое, вкусно или нет. Если не вкусно, все, здесь точка. Если вкусно, но не очень красиво выглядит, можем подправить. Если повар не знает, сколько он чего положил в пиццу, в новую, будем говорить так, есть вопрос. То есть повар должен понимать, сколько продуктов он тратит на изготовление блюда. Если вот эти категории у нас, эти позиции совпадают, отлично, здесь можем работать. Если что-то не знает, научим. Но самое первое, должен вкус иметь, должен иметь какое-то такое художественное представление о том, как должно выглядеть блюдо. То есть у вас собеседование происходит, пришел новый повар, допустим, и он идет на кухню, готовит что-то, вы пробуете и дальше продолжаете. Да, сначала я с ним разговариваю, я спрашиваю, чем занимался, конечно, в жизни, что нравится, по процессам, по кухне, что нравится больше всего. Нельзя всех поваров под одну гребенку, вот повар это повар, нет. Есть повара, которые отлично работают с мясом, есть повара пиццейола, которые работают с пиццей, есть повара, которые стоят просто на холодных процессах, отдают брускеты, отдают салаты. Есть кондитеры, да, то есть мы не можем всех под одно сметать, но в общем, если повар говорит, что он вот с опытом работы, для меня важно, чтобы этот профессионал умел стоять на всех процессах. Он должен заменить любого своего коллегу на месте в случае чего. А вот по поводу количества ингредиентов в каждой пицце, насколько я понимаю, это напрямую влияет на вашу прибыльность? Это технологические карты или как-то по-другому? Конечно, Да. Технологические карты, калькуляционные карты. Это повар пишет, но потом вместе с бухгалтером высчитывается себестоимость каждого блюда, и тогда уже принимаем решение, по какой стоимости мы можем именно предложить гостю. А как вы это каждый день контролируете? Ну, допустим, там в пицце есть грибы, они завтра подорожали на 20%. Это меняет себестоимость, а у вас же цена вряд ли в меню каждый день меняется. Нет, просто один день зарабатываешь больше, другой меньше. Тут... А как часто вы цены меняете? На самом деле очень редко. То есть мы последний раз меняли цены в мае месяце, ну вот и сейчас поменяли в декабре. Цены на алкоголь у нас не менялись года 2. Ну вот такие мы хорошие. Как показывает практика, все-таки 2 раза в год нужно пересматривать. Какое у вас соотношение в процентах? То есть у вас есть пицца, у вас есть алкоголь, и у вас есть какие-то там доп. Продукты, наверное, салаты, там паста. По процентам, сколько занимает в вашем обороте? То есть там пицца 50%, алкоголь 10%? Ну, смотрите, по самой кухне, если мы говорим, то, конечно, топ-продаж это пицца. Потом у нас очень хорошо продаются пасты. Ну, конечно же, греческие блюда. Мы привезли в Украину традиционное греческое блюдо, которое называется сувлаки. Это было лет 5 назад, может быть и 6. Еще наши предшественники пробовали их запустить. Ну вот мы учим людей тому, что это такое. Мы рассказываем, и это продается на ура. Люди в восторге. То есть, кто побывал в Греции, они приезжают к нам и говорят, вот ребята, вот прям побывали опять там, вот вкус такой же. А если не секрет, что это? Потому что я лично не знаю, что такое сувлаки. Это, скажем так, такой набор, уже комплексное блюдо, в которые входят шашлычки, по-нашему маленькие. Они могут быть либо куриные, либо со свинины. Те, которые куриные, мы используем грудку куриную. Те, которые свиные, это ошеек, он максимально сочный, с прожилками, то есть он вкусненький будет. Это пита, хлебушек такой постный, мы его сами делаем.
как и очень много всего в нашем ресторане, максимально сами все изготовляем. Потом картофель жареный, картофель фри, соус дзадзики, греческий соус дзадзики, это безумно вкусный соус. Помидорчик, лимончик, мясо жарится на гриле, поливается оливковым маслом, посыпается сверху греческим орегано, то есть, оно действительно вкусно. Вы назвали очень много продуктов, и, насколько я понимаю, для всех этих продуктов, там, для картошки, для пиццы, для этого всего нужно отдельное оборудование. Да, конечно. А какой минимум необходим оборудование для того, чтобы вот для пиццерии? Но тут нужно в первую очередь определиться с тем, какое у вас будет меню. Если такое, как у нас, то самым первым делом вам нужна печь для пиццы. Нужны холодильники, нужны плиты, вот гриль в нашем случае, то есть у нас на гриле достаточно хорошо блюда продаются. Потом нужны плиты для приготовления пасты, нужны столы рабочие, тестомес, куда ж без него. А если в деньгах плюс-минус, во сколько это обойдется? Тут опять же нужно говорить о том, какое это оборудование, насколько оно изначально дорогое, если это новое или уже бывшее в эксплуатации. Новое. Тут, думаю, не меньше, чем 1020. По опыту стоит ли брать, в принципе, не новое оборудование? Если ресторатор хочет работать длительное время на рынке, то ему стоит купить новое оборудование с гарантией, с обслуживанием, да, классно. Но если человек хочет открыть заведение для того, чтобы его продать в дальнейшем, через год-два, то я думаю, что тут надо считать, что вы хотите получить взамен. Мы только что говорили о том, сколько стоит оборудование, а сколько, в общем, нужно инвестиций на пиццерию, там, от до, в зависимости от размеров? Самое главное, да, в зависимости от размеров. Я имею в виду, если, к примеру, это там пиццерия на 100 квадратов, если это просто доставка, если там большой ресторан на 500. Здесь, конечно, влияет месторасположение, кроме всего остального. Какой поток ожидается людей. Но я думаю, что меньше, чем 80 не нужно рассчитывать. Тут надо вложения. А если просто доставка, это будет дешевле? Пока что не могу вам это сказать, потому как у нас-то и то, и другое. У меня опыта работы именно с доставкой нету. Хотя этот ресторан он изначально открывался для доставки только. У нас не сработало тогда это. Нужно было открывать и рестораны. А какая рентабельность приблизительная у пиццерии? Мы будем ориентироваться на 30% оборота. Но, скажем так, у нас есть месяцы мертвые, есть месяцы, когда некогда отдыхать. В общем, в среднем, думаю, что от 20 до 25%, если мы будем реалистами. По поводу сезонности я вот от вас услышал. Да. Насколько сильно это влияет и когда сезон, когда не сезон? У нас всегда не сезон, когда 4 дня подряд выходные в гостударстве. Вот тогда у нас не сезон. На самом деле, судя по нашему ресторану, у нас очень много наших гостей, это офисные сотрудники. Соответственно, если у них выходные, мы тоже в спокойном режиме. Конечно, на самих выходных, суббота, воскресенье или другие праздники, к нам приходят часто семьи с детками, у нас празднуют детские дни рождения, то есть у нас таких две разных категории. Январь, праздники как-то не очень будет, мы понимаем это. Февраль, он такой же спокойный. Ноябрь для нас лично, он так нелегкий месяц. Всегда был август, тоже такой тяжеленький месяц. Но в этом году как раз хорошо был август. А когда пики, то есть когда больше всего спрос? Май, июнь, декабрь, октябрь, сентябрь. Это работаем. Я, честно говоря, думал, что на праздники наоборот больше спрос. Именно у нас, понимаете, тут играет большую роль место расположения. Если бы мы находились в центре Киева, где очень большой человекопоток, это было бы, наверное, по-другому. У нас, где мы находимся, на Константиновской, это все-таки была такая более промышленная какая-то зона. Да, есть спальные райончики, микрорайончики. Но в основном мы зависим больше от офисов, от предприятий. По поводу месторасположения. Если бы вы сейчас могли бы изменить, вы бы изменили? Да. И где бы это было? Ближе к центру, но не сам центр.
важно проходняк людей или просто локация для там, более удобной доставки? И то, и другое, потому как если мы возьмем центр, мы можем охватить просто чуть-чуть больше район. Если там не будет проходняка, то тут надо просто вкладывать серьезно в маркетинг, чтобы заявить о себе. Раз уже заговорили о маркетинге, какой маркетинг вы используете, либо планируете использовать, что пробовали, что сработало, что не сработало? Вот для нас это вопрос, который стоит сейчас на повестке дня. Это вопрос, которым мы начинаем заниматься уже, мы в процессе. У нас есть много пунктов, которые нужно выполнить, людей с профессиональной точкой зрения, которых нужно выслушать. Поэтому сказать конкретно что-то по поводу этого не могу. То есть это наш еще ждет эта работа. Использовали? Да, пробовали. То есть когда еще до нашего прихода, то есть было так распространено, запускали рекламу на Фейсбуке, запускали всякие флаера, запускали доставку везде, куда только можно было. Чуть-чуть было намного больше сотрудников, курьеров, которые даже простаивая, но они ждали, вот, а вдруг бомбанет сейчас. Поэтому там вкладывались деньги. Раз мы заговорили о доставке, какие еще вот сумки, нюансы есть по доставке? Конечно, термосумки обязательно. Плюс мы доставляем на сегодняшний день наши блюда на машинах. Все-таки, кто бы мне что ни сказал, но на машине приезжает намного качественнее еда. У нас был уже опыт с мопедами. Видели фотографии пиццу, которая приезжает. Особенно если мопед не очень хорош, то как бы надо отклеивать от крышек пиц. На машине все-таки амортизация срабатывает лучше. Термозащита хорошая, то есть машина наша, она теплая. Как бы, и блюдо, естественно, приезжает максимально горячим. Всегда было интересно, как вы контролируете курьеров, насколько они вовремя приезжают? У нас, во-первых, программа, которая работает для доставки, она контролирует, то есть она записывает время принятия заказа и время, когда курьер уехал. И также, когда он приезжает, то есть мы понимаем, сколько он времени потратил, ну плюс это опыт. Бывает такое, что ну вот пробки, как бы куда мы от них денемся, плюс все-таки это подол у нас дороги, мягко говоря, желает лучшего. Поэтому бывает такое, что вот звонят уже, говорят, а где же курьер, мы там заказали 40 минут назад, 50 минут назад пиццу, там, а его еще нет. То есть, естественно, сразу курьер, ты где? Вот я захожу в подъезд, ну, соответственно, уже все нормально. Если мы понимаем изначально, там, в пике, мы заранее даем заказчику больше времени на доставку. Если его устраивает, если он согласен, то, конечно, супер. Если он не согласен, ну, к сожалению, ничего сделать пока не можем. Плюс, если мы заранее понимаем, что вот там может быть опоздание, то, конечно, мы всегда готовим подарочки. Ну, такие, как бы, простите нас. То есть, если курьер опаздывает, то вы выходите из ситуации, вы дарите клиенту подарок? Да, ну мы обычно дарим что-то сладенькое. Все-таки он покушал, человек, насытился. И вот положить кусочек тортика, как бы приятно. В соотношении что приносит больше, доставка или ресторан? 60/40. Ресторан 60% на сегодняшний день. И я, и мой муж, как бы мы верим в то, что доставка может принести намного больше. Когда мы вот запустим свои вот эти маркетинговые ходы, заявим большему количеству людей о себе, то доставка сработает лучше. Вернемся к маркетингу. Многие сейчас хотят отличаться от своих конкурентов. Да. Какие у вас отличия? Скажем так, конечно, мы контролируем, что происходит на рынке. Конечно, мы сами заказываем у наших конкурентов понять, а что же нам привезли, а когда же нам привезли. Но мы чем все-таки сейчас пытаются максимально сэкономить на продукте, потому как это львиная доля затрат ежемесячных. Мы для себя выбрали стратегию то, что на продукте мы не экономим. То есть мы знаем, с каким продуктом мы уже можем работать, какой продукт нам подходит. Если там вырастает стоимость и нету того же продукта там, у поставщиков других, скажем, по более так низкой цене, то все, мы на ниже качества не переходим. Плюс у нас все максимально свежее, ну как бы начиная от пиццы, от теста, которое готовится каждое утро. Иногда готовится даже несколько раз в день, если много заказов по пицце. Соус – это наш соус для пиццы, мы его нигде не покупаем готовым уже.
Майонез мы готовим сами, соус задзики мы готовим сами, мы хлеб сами испекаем, то есть хлеб, который мы подаем к супу, ко всему, то есть если человек просто хочет кусочек хлебушка, это наш хлеб. Поэтому мы стараемся как можно более натуральный продукт давать, свежий, ну, скажем так. Я знаю очень много заведений, где собственники не кушают, потому что они понимают, что они продают. Мы здесь кушаем все время. Ко мне сюда приходит мой ребенок на работу, то есть как бы у нас семейный бизнес. Мой ребенок заходит на кухню и говорит, где лежит курица, я хочу курицы, то есть как бы полная безопасность. И за все время, сколько мы работаем, ко мне не дошло ни одной жалобы по поводу какого-то отравления, несвежего продукта. Нравится, не нравится, это другое дело, да, а вот по поводу свежести, несвежести нет. Щекотливый вопрос. Были ли у вас проверки? Как вы их проходили? Правда говорят, что 100% надо платить или как это происходит? И у нас проверки были, да, проверяли, но как бы чего-то особого не было. Во-первых, у нас не было еще, слава богу, плановых проверок. Надеемся, что они к нам еще не скоро придут. Но у нас была фактическая проверка, в которой даже не было нарушений, но просто пришли, проверяли там кассовый аппарат, например, и кассовую книгу. Но каких-то особых нарушений не было. Да, конечно, мы там чуть-чуть заплатили штраф официально, все как нужно. Чего-то грубого, там, что вот прям нужно было что-то бегать, кого-то искать, как-то проситься, нет. По поводу вашего развития, у вас 100% были какие-то провалы, фейлы, то есть расскажите какой-то пример самого большого, чего не советуете делать нашим подписчикам. Для начала скажу, что вот кто собирается открыть пиццерию, да, там, ну, подумайте по поводу доставки, на чем вы будете доставлять. Вот еще заранее, еще так вот до того, как мы начали уже здесь работать, я помню, что мы закупили в Китае мопеды для доставки. Эти мопеды пришли в разобранном виде, по запчастям, по болтикам. Ну, естественно, из 10 мопедов собрать там 7, может, удалось, может, нет. И, во-первых, их ждали полгода. Ну, короче, там был полный фейл с этим, поэтому, ребята, кто что заказывает в интернете, пожалуйста, следите, что вы покупаете, у кого вы покупаете, какие гарантии на это есть, это первое. А уже вот во время нашей работы это был огромный один фейл, именно у нас был директор и бухгалтер в одном лице. Никогда этого не делайте. Ну, у нас было доверие к человеку. Эта женщина у нас работала еще с предыдущими собственниками, как бы она была такая нормальная, спокойная, потом как бы, ну, мы к ней хорошо относились, вроде все классно, все супер, ну, а потом, конечно, она показала себя, поэтому вот бухгалтер и директор – это два разных человека, учите бухгалтерию, если что. То есть доверяй, но проверяй. Обязательно, обязательно, но даже, ну, знаете как, когда бухгалтер, в принципе, как профессионал, он знает нюансы, то мне, бухгалтеру, тяжело понять. Я тоже открывал не один бизнес и знаю, что при открытии есть большой соблазн потратить деньги везде. То есть есть куча разных вещей, в которые можно вложить там, в красивый офис, в какие-то визитки красивые. Куда бы вы ни тратили деньги, если бы сейчас начинали заново? Ну вот вы знаете, что на тот момент, когда мы взяли уже, купили пиццерию, то есть, естественно, уже было все готово. Ну, вот, например, я бы не делала такую большую кухню, потому что у нас кухня действительно очень большая по размерам, и это забирает посадочные места дополнительные. За период нашей деятельности уже здесь я не могу сказать, что мы тратили куда-то деньги. Просто у нас как бы есть основной такой принцип в бизнесе. Мы стараемся не вкладывать личные деньги в бизнес. Мы стараемся сделать так, чтобы он сам на себя заработал. Поэтому я не могу сказать, что мы транжирили. Вопрос личного характера. Я часто заказываю пиццу, и ее всегда разрезают не до конца. Почему? На самом деле, для тех, кто собирается открыть бизнес, связанный с пиццерией, особенно с доставкой, это необходимо, не дорезать ее до конца, потому как по дороге пицца, она двигается в коробке. Если она будет разрезана до конца, просто кусочки один на другой будут накладываться, она будет сдвигаться с места, она приедет, конечно, не товарного вида. Поэтому сохраняем целостность блюда. По поводу открытия. Все, кто нас будет смотреть, скорее всего, хотят открыть пиццерию. Какие у вас советы, вот напутствующие слова, что вы им хотите посоветовать перед открытием? Первое,
У вас должен быть минимальный опыт в ресторанном бизнесе. Если у вас его нету, вам придется тяжело и дорого. Второе, найти профессионала-повара, который будет вашим шефом, су-шефом, бренд-шефом, неважно кто. Человек, который будет контролировать кухню, он очень важен. Третье, продумайте над меню. Не надо совать в меню вот все. Вот не надо. Хотите пиццу, сделайте сопутствующие с пиццей, но не надо продавать, не знаю, такос вместе с пиццей. Ну, как-то определитесь с кухней. Ну и как бы бухгалтерия очень важна. Надо следить за тем, какая себестоимость, что вы зарабатываете, вовремя оценить рынок, поменяться. Вот это важно. И по традиции, в конце каждого выпуска наш герой дарит нашим подписчикам подарок. Что это будет? Это будет ужин либо обед в ресторане Верона Пицца с консультацией по открытию пиццерии. Что ж, друзья, чтобы получить подарок, пишите комментарии по поводу того, что добавить в меню Верона Пиццы. Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч!